Ида Митчелл, а можно по темпере маслом писать? Да, конечно, можно. Есть даже художники, которые сначала, ну, правда, черно-белый, там, две краски используют темперу, прорабатывают все, ну, как бы в горизайле, в тональных отношениях, а потом пишут прям поверх маслом. Но вот тот же Фешин, извините, я часто его вспоминаю, ну, люблю просто этого художника. Так он считал, что писать лучше на белом холсте, чтобы краска, которую вы кладете, все равно она имеет какую-то прозрачность. И если вы проработали темперы, например, до самого черного, а я видел так художники, о которых я говорю, и прорабатывают прям до черного. Ну, как вы по черному потом положите краску прозрачную все-таки чуть-чуть, и черный будет просвечивать оттуда. Она глушит этот цвет, который вы положили. А если белый холст, на нее, например, темно-коричневый или там красный, я не знаю, темно-зеленый, он светится по-другому, этот цвет. Он работает сильнее. Поэтому просто это учитывайте. Может быть, тогда не до черного все это в горизале прорабатывать или какие-то места самые темные оставить, ну, непроработанными. Друзья, хочу сообщить, что 26 января будет открытие выставки ярмарки «Арт Мир», масштабная очень, в Нижнем Новгороде. Я буду на открытии, и дальше у своего стенда приезжайте, пообщаемся. И в 6 часов вечера, по-моему, каждый день там будут какие-то перформансы с моделями, и художники будут их рисовать, писать. Я тоже собираюсь. QW, там много, в общем, каких-то странных букв. Вячеслав, здравствуйте. Назрел вопрос. Начались портреты на натуре. Написание идет спокойно. Попасть что в пропорции, что в тон всегда плюс-минус удается. Но всегда сливаюсь, когда пишу губы. Вот не пойму, что мне с этим делать и как научиться их писать и любить. Вот в чем дело. Так, сливаюсь. Это пояснение дальше в нескольких еще вариантах. Сливаюсь, становится неловко, неприятно писание губы. Ну, пищевые имеется в виду. Ну вот, не нравятся они мне. А на портрете без них никак. В общем, становится неловко и неудобно их писать. Прям не нравятся губы. А вот вспомните художника даже Грабаря. Огромная картина, я видел лично ее. Там люди стоят у березки, я сейчас вам ее покажу. И они не то что без губ, они без носов и глаз. Вообще просто блины. Грабарь, ё-моё. Мне кажется, в Европе потом кто-то, какая-то известная женщина, кстати, переняла и стала писать это все как такой бренд-тренд. Ну, не только, видимо, она. Многим это. Ну, не нравится человеку губы, нос, глаза. Да и ушей там нету. Блин, просто рисуйте и все. Тут надо QW и еще буквы. Спросить себя, может быть, еще какие-то формы меня раздражают. Не только губы, что-то еще. Тоже их надо закрывать фиговым листочком. Тоже не рисовать, не писать. Зачем себя травмировать, если не любишь? С другой стороны, если мы все созданы из ребра Адама, да? Дедушка с бородой длинным, ну, с длинной бородой красивым. Он еще расковеркал там ребро, вытащил, еще подружку ему слепил. Ну и вот, разве он мог сделать что-то так несовершенно, что прям даже смотреть страшно, закрывать глаза, чтобы не видеть? Ну, наверное же, он как-то постарался. Надо принять это просто. Посмотреть на губы, например, этого Давида отдельно. Просто отдельно губы. Купить их, в конце концов, в магазине, в художническом, гипсовые. Осветить хорошо, ну, как понравится. И поработать с ними, чтобы форму просто прочувствовать. Это сложнейшая форма губы. Там столько переломов, это очень сложно. Ну, вот на примере, опять же, это же Микеланджело, наверное, он вас не будет раздражать. Можно и нос тоже его там купить, половинку. Ну, глаз. У меня есть курс в моей онлайн-школе «Портрет головы». Там тоже губы есть, и все на свете, и глаза, и уши.
И студенты, те, кто этот курс проходит, очень успешно все это дело рисуют. И красиво, главное. Прорабатывает эту сложнейшую форму. И потом легко писать портрет, не будет никаких проблем. Это просто надо, боитесь вы, например, в лес заходить. Сильно страшно, например. Или в лифт, хорошо, в лес, ладно, где он там начинается, не поймешь. В лифт, вот прям дверь, и ты думаешь, боже мой, 3-й этаж. Как шарахнется вдруг что-то. А если 10-й или там 20-й? Надо потихонечку как-то сделать шажочек. Еще по сантиметру прямо вот так вот. И глядишь, вы уже в лифте, уже идет все, и пошло. Эх. Или в самолете, например. Молитовками, разными иконками обложитесь в самолете. Одна девушка знакомая так летала. Прямо обложилась везде у нее иконки. И она сидела только, пребывала в молитве. видите, повод для того, чтобы быть в радости. Приземлились, ничего. Все было хорошо. На свои-то Q4W еще чего-то. Вы же смотрите, наверное, на губы или прячете? Вы к зеркалу, когда подходите. Нормально на свои губы смотреть? Не раздражают они вас? Или тоже так вот на глаза смотрю, на нос смотрю, на уши, а это прям не могу смотреть даже на них. Как-то принять их надо. Мы же в них едим, в них целуемся, цигарку смолим. Порисовать себя, в конце концов. Если кто-то вам раздражает чьи-то губы, то рисуйте свои. И, глядишь, уже отработаете, и будет снимется проблема. Друзья, давайте поможем Q4W и там чего-то советом. Пожалуйста. Так, друзья, еще напомню, что набираю группу на Академичку под Вышний Волочок, 300 километров от Москвы. Будем писать зиму с 8 по 11 февраля. А 2 марта я проведу класс в Санкт-Петербурге. Так что присоединяйтесь, поработаем вместе над мотивом, прекрасным видом Невы, и еще натюрморт. Будем целый день работать. Ирина Солобай, возможно ли будет ваш альбом купить за границей, не в России? Сейчас у вас санкции, и все такое. Хотела купить урок, вы даже в ролике сказали, как платить из Европы. Не получилось оплатить. Опять попробую. Так попробуйте, платежи-то приходят. К нам постоянно приходят платежи из Европы, из других стран, из-за границы. Платформа обеспечивает нам эту возможность. Бывает, что-то у них там залипает, какие-то там проблемы. Но это решается, просто несколько раз нужно попытаться, и через день, бывает, отлипает. Но попробуйте еще раз оплатить уроки. Из Европы. По поводу каталога напишите мне в WhatsApp, и мы разберемся. Пока что он еще не готов. Или в Телеграме. Тогда будем решать эту задачу. Она будет решена. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Хочу еще предложить вам одно кино посмотреть. 5-й день класса в Сиэтле. Это было в 2019 году. Пока.